пришло время нам познакомиться. Я еду к людям, я еду в семьи, я беру интервью. YouTube стал источником твоего заработка. Люблю этот вопрос, люблю на него отвечать. Сложно скрыть истинный мотив. Зачем вы столько детей набираете? Вы что, ради хайпа, ради денег? Это выгодно. Этим детям нужны родители. Этим детям нужны мама и папа. И вот здесь больше ответственность не государства, а ответственность наша. Вот нас. Огромное количество федеральных каналов, и Первый канал, и ТНТ, и Звезда, и любимый мною ТВ-центр. Я разговаривала со звездами о вере. Если бы искусство меняло бы людей, сколько бы сейчас уже было бы всего, сколько создано всего хорошего. Была внутренняя, вот, душевная бессмыслица. Понял, что ты в вопросе разбираешься. Вы сами-то детей приемных имеете? Это очень личная история. Друзья, всем привет! Вот уже 3 месяца я выхожу на своем YouTube-канале, и мне кажется, пришло время нам познакомиться и мне ответить на ваши вопросы, потому что вы большое количество вопросов задаете мне в комментариях, пишите мне в личные сообщения, в Инстаграм, поэтому я готова. Сегодня интервьюировать меня будет мой муж, мой вдохновитель, можно сказать, даже отчасти продюсер моего проекта на YouTube-канале Геннадий Теряев. Приветствуем, Гена, привет! Знакомлю тебя со своими подписчиками. Вот мой прекрасный муж, который сегодня будет задавать мне вопросы, которые, собственно, вы уже и задали. И вот Гена сделал такую некую компиляцию вопросов, и сегодня я на них отвечу. Значит, источник вопросов – это прочтение более чем 5500 сообщений. И вообще общее такое понимание, может быть, мое, вопросы, которые нужно задавать, которые могли бы быть интересны другим людям. Значит, Галь, ну вот ты сделала на Ютубе уже 10 фильмов. Вот у меня есть мой личный вопрос. Как ты пришла к этому? Почему Ютуб? После 30 лет журналистики. И второй вопрос, это уже от зрителей. Вот, ты вообще разбираешься в том, что ты делаешь на Ютубе? Ну, в общем, ребят, путь мой на YouTube-канал был достаточно длинным. Я прошла, такую школу, огромную школу журналистики, и закончила Томский государственный университет, исторический факультет. Но так получилось, что я сразу после университета попала на ГТРК Томск, государственную телерадиокомпанию. Начала работать там корреспондентом и, собственно, отработала там 12 лет. Выходила уже с этой компании в должности главного редактора утреннего вещания, ведущий, продюсер. Ну, а дальше мой путь, жизнь меня привела в Москву. В Москве было огромное количество федеральных каналов, и Первый канал, и ТНТ, и Звезда, и любимый мною ТВ-центр. Работала я в качестве ведущей, продюсера, в общем, запускала много-много проектов. Здравствуйте, меня зовут Галина Теряева, в эфире «Прогнозы». Программа о том, что сегодня кажется невероятным, а завтра станет реальностью. Вы имеете право знать, что вас ожидает. И была всегда мечта сделать какое-то свое дело, запустить свой проект, свой канал. И вот я очень рада, что это свершилось. И мы теперь я здесь, перед вами, и очень рада работать для вас и делать свои фильмы. Галь, я из ответа понял, что ты в вопросе разбираешься. И наши зрители, надеюсь, тоже поймут, что ты... Можно сказать так. Да, что разбираешься. Опыт большой, журналистский, телевизионный. Хорошо. Ну, раз ты не работаешь теперь на государственных каналах и делаешь свой собственный канал, то я так понимаю, что YouTube стал источником твоего заработка. Ну, так многие люди спрашивают. Отвечу на этот вопрос так. Источником заработка он еще не стал, он пока только источник вдохновения, но я надеюсь, что в скором времени я действительно смогу делать наиболее качественный контент для вас, телезрителей, и съемки будут, не знаю, с 2-3 камер, будет хороший свет. Но это как раз когда он станет источником заработка. Но пока, ребят, делаю на своем энтузиазме, своими силами и стараюсь вам предложить что-то такое интересное, что вас за душу так прям брало. Истории, которые ты снимаешь сейчас, у тебя их 10 пока, я так понимаю, что ты хотела бы сделать больше. Ты где их берешь?
Дело в том, что пока все истории, о которых я рассказываю, это истории о приемном родительстве. То есть так или иначе это каким-то образом связано с детьми-сиротами, с детьми, которые забрали из детских домов в семьи. Это связано с тем, что я последние 7 лет работала на телеканале «Спас» и делала там очень серьезный проект, который назывался «Я хочу ребенка». Это проект о приемных семьях и детях-сиротах. И у меня уже сформировалась такая огромная база вот этих родителей. А истории приемных семей это всегда драма, это всегда какое-то развитие, это всегда спасение, это всегда эмоции какие-то. И мне кажется, это должно быть интересно не только приемным родителям, но и обычным родителям, которые воспитывают своих детей. Именно поэтому пока я сосредоточилась на этой теме. И герои, как раз вот из-за того, что огромная база, уже идет такое сарафанное радио, очень многие мне пишут, звонят, я нахожу этих людей в интернете, или, может быть, я кого-то снимала, эти люди снова ко мне обращаются, знакомые и так далее. То есть это такой уже какой-то круговорот историй, и мне не приходится их искать где-то, да, то есть я не специально, у меня нет редактора, который ищет, я это все ищу сама, и мне это интересно, я глубоко в этой теме, огромное приемное сообщество, которое мне в этом помогает, собственно, наверное, ответила тебе на этот вопрос. Я понял, но скажи мне, пожалуйста, вот тема приемные дети, она замечательная во всех смыслах, но ты на ней профессионализироваться будешь, ты будешь на ней оставаться, или у тебя есть какие-то новые задумки, новые темы? Да, у меня очень много планов, действительно много задумок, и я очень хочу в ближайшее время расширить, так сказать, свой кругозор, расширить географию съемок, и это будут съемки не только о приемных родителях и детях-сиротах, это будут какие-то интересные истории о детях, о медицине. Мне очень близка эта тема медицинская. Мне очень интересно вообще рассказывать о людях, которые что-то такое совершили в своей жизни. И я думаю, что все это будет появляться на моем канале, будут появляться какие-то новые истории. И истории эти будут не связаны с приемным родительством. Но я как один из твоих зрителей, многие люди просят какие-то другие, если я как один из твоих зрителей, постоянных и наиболее въедливых, я прошу тебя, можешь ли ты снимать истории о людях, как ты любишь, но которые были в нашей истории? История в истории. То есть это какие-то личности, не обязательно знаменитые, но какие-то личности, которые были, такие вот необычные, которые какие-то совершали поступки, которые были бы интересны для людей, услышать которые. Я еще раз говорю, это не обязательно какие-то исторические личности, потому что они говорят на переговорах. А истории маленьких людей, но те, которые оставили след какой-то. Это тоже есть в планах, и мне это очень интересно. И я думаю, что это будет интересно и нашим зрителям. И я постараюсь сделать так, потому что это все-таки история, и историю всегда очень сложно окартинивать. Да? И поэтому здесь нужна такая серьезная режиссерская работа, но в планах мы обязательно будем об этом рассказывать. Отлично. Спасибо тебе большое за то, что ты исполнишь мою мечту. А вот ты говорила, что ты была продюсером. Это человек, который создает фильмы. И ты говорила, что ты была ведущей долгое время. И то, и другой период твоей жизни, иногда одновременно. Вот тебе что больше нравится? Быть руководителем или быть ведущей? То есть такой вот выполнять четкую, понятную задачу на съемочной площадке, но все же узкую. Знаешь, Гена, ты знаешь меня, и что мне тебе рассказывать? Руководитель из меня, я бы сказала, слабоватый. Просто я очень добрый руководитель, и мне, конечно, легче организовывать самой процесс, самой его вести, в общем, продюсировать и снимать. Но работа в кадре, конечно, для меня очень любима, и я работаю в кадре уже, наверное, с 19 лет, мне это очень нравится. И даже не то, чтобы нравится работа в кадре, мне нравится общаться с людьми, мне нравится раскрывать людей, мне нравится зажигать людей, чувствовать их, слушать. Я это очень люблю, и мне кажется, что мне это получается.
Человек, который упал вверх. Да нет, поднимается человек, если он этого захочет. Подниматься просто так не получается. Ну, потому что я была увлечена самой собой. Мы всегда говорим в одну сторону. У нас нету разногласия в вопросе воспитания детей. Характер-то какой, Галя? Я прочел в комментариях к твоему фильму очень много, ну, потому что только приемная тема раскрыта, очень много слов благодарности, восхищения, как тебе, так и тем людям, которых ты снимаешь, которые берут детей, сирот из детских домов, и это самые разные дети. И сложные, и очень сложные, и паллиативные дети. Для меня это совершенно непонятно. И с другой стороны, есть такой небольшая ложка дегтя, но она стабильная. Значит, объяснение, почему люди берут приемных детей, оно зыждется на таком мощном финансовом фундаменте. Это выгодно, за это платят большие деньги, это легче, чем стать у станка. В Москве инвалидов разбирают как горячие пирожки, потому что это возможность деньги взять с государства, а еще взять деньги, алименты с тех родителей, которые оставили этих детей. Но это, наверное, вот малая часть таких вот сомнительных, с моей точки зрения, комментариев, сомнительных по своей правдивости, но они есть, люди так думают, и я бы хотел твой комментарий. Ты, как человек, снявший, как ты говорила в каком-то интервью, 200 семей или сколько? Уже больше. Да, вот ты когда приезжаешь к этим людям, это же очень сложно скрыть, когда ты находишься с людьми целый день, сложно скрыть истинные мотивы. Их надо очень сильно маскировать. Можно я кратко отвечу на этот вопрос? Вот приемные родители для меня это всегда особенные люди. Это действительно особенные люди. Это некий класс людей, да, которые по велению своей души, по велению своего сердца берут детей из детского дома на воспитание к себе в семью. И они уже совершают просто для меня такой невероятный поступок, такое огромное дело, благое, что мне кажется, что вообще не подлежит никакому вообще ковырянию вот эта вся история. Конечно, должен быть там некий контроль и так далее, но мне кажется, что эти люди уже сделали что-то такое серьезное в своей жизни, и это очень хорошо. Отсняв более уже там 300 семей, я могу сказать, что я не видела, те семьи, которые я снимала, я не видела, чтобы эти люди брали детей ради денег. То есть я, правда, не встречала таких людей. И честно хочу ответить на твой вопрос словами приемных родителей Евы, это Наталья и Леонид, и когда я им задала этот вопрос, зачем вы столько детей набираете? Вы что, ради хайпа, ради денег? Объясните людям, зачем вы это делаете? У вас столько, там, 8 детей или больше, у них уже 10, наверное. Они говорят: ребят, 40 тысяч детей-сирот в детских домах. Забирайте вы тоже, обогащайтесь, зарабатывайте. Смотрите, там на ребенка в среднем у вас будет получаться 80 тысяч. 80 тысяч один ребенок, 160 тысяч уже 2 ребенка. А если взять 10 детей, то будет вообще такая колоссальная сумма. Можно ездить на Мальдивы, кататься на яхтах, не знаю, покупать машины, менять их. Ребят, все в ваших руках. Правда, не смешите меня. Я очень не люблю этот вопрос. Ребят, я уверена, что огромное количество людей сейчас скажет, что этих детей они берут ради денег. Да. Этих детей они берут ради хайпа. Это очень много вопросов. Ради хайпа. То есть они хотят... Что-то вы хотите поиметь. Вы скажите правду. Вот уже правду? Давайте, да. У нас, как у приемных родителей, есть зарплата. Давайте возьмем нашу зарплату, поделим ее на 30 дней. На 24 часа. Мы получаем по 70... Нет. По 70... в Московской области было по 70 рублей. Здесь по 40 рублей. По 40 рублей в час. 40 рублей в час. У нас нету ни выходных, ни проходных, ни больничных, ни праздников, ничего. Мы с детьми 24/7. Дети – это каждодневный труд. Это болеешь ты, не болеешь. В любом случае
дети дома, и хочешь не хочешь, ты все равно с ними. Конечно, конечно. Зарабатывать на детях, ну, я могу сказать только одно. Детских домов много. Можно открыть тот же самый Саратовский район, где находилась Ева. Саратовская Там область. огромное количество детей. Милости просим, можно также заработать. Можете зарабатывать. Да. Я в дополнение хочу сказать, что зарабатывать нужно, зарабатывать можно, потому что мы, в конце концов, кормим своих детей, кормим себя, и жизнь прожить – это, ну, какие-то источники дохода у нас есть и должны быть. И один из источников дохода, только что Галя подсказала, это брать приемных детей, лучше, больше, воспитывать их, кормить, поить, давать им хорошее образование, медицинское обслуживание и жить безбедно, раз есть такой запрос. Ну, Гена шутит, вы понимаете, да? Вот вы представьте реабилитацию одного ребенка-инвалида. В среднем они получают где-то 100-120 тысяч в Москве на ребенка-инвалида, такая сумма. Попробуйте поставить на ноги ребенка, у которого, например, там, не знаю, спина бифида, да? И вот позанимайтесь с ним, массажи, поездите в разные там санатории, пройдите реабилитационные программы, сделайте несколько операций в течение года, и вот тогда вы посмотрите, сколько вы денег на это потратите, только на одни переезды. Я уже не говорю о лечении и о чем-то другом. Поэтому Хорошо. вот так. Перейдем от сложных вопросов к простым. Раз ты снимаешь о приемных детях, то как минимум у тебя, наверное, есть свои дети. Да, у нас есть свои дети, у нас 2 детей, 2 девочки, младшей 21 год, старшей 27 лет. Девчонки взрослые, такие хорошие, крепкие, я их очень люблю. Младшая учится на 4 курсе Сеченовского университета, а старшая уже закончила Московский государственный университет, журфак, и работает вместе со мной, помогает. Она мой продюсер, мой тоже вдохновитель, редактор, в общем, мой помощник, моя правая рука. Я очень-очень рада, что она рядом. Продолжая тему детей своих. Да. Но то, что ты не строгий руководитель, мы уже поняли. А ты вот как мать, ты строгая мать? Я абсолютно не строгая мать. Я разрешающая, позволяющая и, самое главное, любящая. Я люблю своих девочек, я принимаю их во всех обличиях, в разных видах, принимаю их жизнь и всегда стараюсь понять. Ну, не потому что я, конечно, не идеальна. Я тоже бываю строгая, я тоже бываю какая-то там такая, может быть, непонятная для них, но, по крайней мере, я честная, открытая, и всегда все так у нас как-то вот по любви, как мне кажется. Ясно. В общем, ты не строгая, все понимающая, все разрешающая. Ну, такая. И понимающая мать. Слава Богу, в общем, все, да. Да. Угу. Хорошая мать. Подтвердил. Да. Тема матери родных детей нам понятна, мне, по крайней мере, но много вопросов. Особенно, когда идет какая-то сложная дискуссия в комментариях о приемных детях. И ты на вопрос, на твои какие-то комментарии, тоже тебя часто очень задают вопрос: Галя, ну вот вы так рассуждаете, вы делаете такие выводы, вы даете такие посылы. Вы сами-то детей приемных имеете? Да, всегда такой вопрос на засыпку мне задают. Я очень люблю этот вопрос, люблю на него отвечать, потому что задают мне его часто. Друзья, я журналист, и я снимаю на самые разные темы. Так случилось, что последние 7 лет я снимаю темы приемного родительства. Почему они мне близки? Потому что мы с Геной хотели стать приемными родителями, но так получилось, что мы пошли по этому пути, закончили школу приемных родителей, но нас не благословили. Почему не благословили? Что это за история? Наверное, я сейчас еще не готова рассказывать. Это очень личная история, связанная с рождением детей. Когда-нибудь я ее обязательно расскажу. Но я хочу сказать, мы пока в пути.
мы пока в пути. У нас был небольшой такой интересный очень опыт, когда в 24 года к нам приехал младший брат, двоюродный брат Гены, 16-летний. И, в общем-то, он прожил с нами до 33. И это, можно сказать, такой некий опыт приемного родительства у нас был. То есть полжизни он провел с нами. И мы его, тоже участвовали в его воспитании. Поэтому... Нам сложно назвать воспитанием с 16 лет до 33. Но это скорее всего... Подростка, взяли подростка. Это, скорее всего, не воспитание, наверное, а просто опыт жизни, по сути, хоть и с родным, но чужим человеком. Некий опыт, конечно, мы получили, но это, конечно, не то, с чем сталкиваются приемные родители, потому что... Хотя некоторые этапы мы тоже прошли, адаптации и принятие чужого человека, когда еще один человек у тебя появляется в семье, и ты должен с ним делить все, должен делить территорию, ты должен делить там кухню и так далее. То есть я считаю, что это так, что-то близкое, так скажем, к приемному родительству. Да, могу сказать, что это непросто. И я с искренним восхищением и шлю всем низкий поклон приемным родителям. Это очень сложно. По крайней мере, для меня это сложно. А когда ты берешь в семью маленького, часто психически изломанного ребенка, и берешь свою семью к своим детям часто, то это... Я не представляю, сказать по правде, как это делается. И какие эликсиры эти люди пьют, и как часто они молятся, чтобы пережить все это. Низкий им поклон за их такой тяжкий труд. Хорошо. Раз уж мы так вокруг высокодуховных людей, как приемные родители, говорим, ты, Галя, в Бога веришь? Да, я верующий человек, я верю в Бога. И я рада, что со мной всегда Христос, Богородица, и я иду за ними, стараюсь жить по воле Божьей. Как получается? Не всегда получается. Хорошо. От такой высокодуховной темы, как Господь, мы к совершенно экономической теме перейдем. В твоих фильмах, некоторых, есть реклама. И как только она появилась, сразу же пошла масса комментариев. Да что это такое, да как же можно? Даже здесь реклама, такие высокодуховные фильмы и тоже с рекламой. Как так можно, скажи? Я знаю, что реклама многих раздражает, друзья, и мне она тоже не всегда нравится, но я должна ее делать, и она точно будет на YouTube-канале, потому что чтобы сделать один фильм, я вам хочу сказать, задействовано огромное количество людей. И операторы, и монтажеры, и звукорежиссеры, и, конечно же, никто не будет, как я, работать бесплатно, люди работают за деньги. Поэтому я обязательно должна, любая работа должна оплачиваться. А где я возьму эти деньги? И, конечно же, за счет рекламы. То есть мы пока эта реклама будет, и хорошо бы, чтобы она была, чтобы наша команда расширялась, укреплялась, и мы делали для вас, как я уже говорила, вам наиболее качественный, интересный контент. Опять к вопросу, возвращаемся к... в общем-то, ты сделала 10 фильмов, и эти все 10 фильмов о приемных детях, поэтому все будет крутиться вокруг этого, потому что комментарии вокруг этого. Люди пишут, что нужно в детских домах навести порядок, особенно фильм про Еву, где там ПНИ, где там все сложно, куда ты не смогла попасть. Насколько я понимаю, видел только со стороны и видела только результат, как девочка туда вошла и какой она вышла. И мы не знаем, что там происходило, и зрители совершенно точно не знают. Но есть и другие детские дома, и другие фильмы, которые ты делала. Но масса такого негатива в сторону детских домов, в сторону организации всего этого процесса, и что надо проверки послать, и тебе советуют, кстати говоря, с проверкой приезжать почаще в детские дома, и в прокуратуру писать, тебе тоже советуют, и, всячески находить и
зло побеждать. Вот расскажи, пожалуйста, ты вот с таким подходом самим согласен, что нужно просто взять всех, найти, наказать? Да нет, конечно. Ну, конечно, не согласна. Я могу сказать, конечно же, никаких проверок, никаких бумаг я писать не буду. Ребята, я еще раз повторюсь, я журналист. Я вскрываю проблему, я ее показываю. И мне, чтобы, понимаете, чтобы летать, чтобы полететь, там, чтобы мне что-то снять, мне не нужно летать в космос, если я рассказываю о космонавтах. Или если там, я снимаю о приемных родителях, мне не нужно обязательно быть приемным родителем. Ребят, это не важно. Мне самое главное показать проблему существующую. И вот как раз то, что касается истории с Евой, это вот система психоневрологических интернатов, система детских домов, она действительно, ну, как бы вот я вскрываю эту тему, и она очень сложная, и она очень непростая. В двух словах об этом не скажешь. Конечно же, система психоневрологических интернатов, она требует еще огромные там доработки, проработки, и много чего там нужно изменить. И точно так же в системе детских домов. Но я хочу сказать, что государство-то, вот сейчас какие претензии к государству, да, вот если мы говорим о детских домах. Прекрасные здания, у них все есть, у детей создана вся инфраструктура, дети накормленные, напоенные, с ними занимаются замечательные преподаватели-воспитатели. У детей есть все, у них даже есть гаджеты, у них есть телевизор, все, что они хотят. Кстати, хорошая одежда у них у всех. Но, понимаете, государство все создало для этого, но у нас одна проблема. Этим детям вот это все нужно, но опосредованно. Этим детям нужны родители. Этим детям нужны мама и папа. И вот здесь больше ответственность не государства, а ответственность наша. Вот нас, людей, которые должны быть заинтересованы в том, чтобы забрать этих детей и дать этим детям любовь. Не гаджеты, не одежду, а любовь, свои чувства, свои знания, свой опыт. Вот это мы должны им передать. И, конечно же, как-то нужно сделать нашему государству так, нашим руководителям, чтобы эта заинтересованность у родителей появилась. И чтобы люди, вот семьи, захотели взять ребенка, чтобы у них были все условия, чтобы они понимали, так, я могу взять ребенка, я могу вот это, а государство им помогает, не знаю, там пособие платит, может быть, квартиры будет выдавать, все что угодно. Должна появиться заинтересованность, мотивация у простых людей взять ребенка. Вот это самое главное. Планируешь ли ты снимать продолжение своих историй? Это частый вопрос, особенно это касается твоих ранних работ, где уже много времени прошло. Я могу сказать больше. Я уже снимаю продолжение и очень много историй. Допустим, историю про мальчика, болеющего артерогриппозом, Мишу Соколова, я уже сняла 3-й фильм. И я, естественно, вообще все дети, это, как знаете, вот они как тоже становятся моими детьми, и эти семьи становятся такими родными, и мы, естественно, вот как-то поддерживаем связь, и я наблюдаю за тем, как меняется ребенок, как меняется семья, и мне это очень интересно, и я буду снимать продолжение, если я буду продолжать эту тему, то, конечно же, буду рассказывать и продолжать снимать несколько там историй. Но всегда в работе не только радости. Мы часто встречаемся с трудностями, и я думаю, что твоя карьера на телевизоре, она была тоже непростой. Ну, я вообще знаю это. Да? Есть ли у тебя, бывают ли у тебя такие депрессивные состояния, выгорание? Вообще, ты знаешь, что такое депрессия? Тебе знакомо это состояние? Ребят, я обычный человек, абсолютно такая же, как и вы, которой свойственно все. И агрессия, и злость, и до чего только не бывает. И у меня был очень тяжелый период, когда у меня были сильнейшие головные боли. То есть вот каждое утро я просыпалась, у меня начиналось вот это с дикой головной боли. Я не знала, что вообще со мной происходит. И, в общем, это были и панические атаки, и чего только не было. Я обошла всех врачей. И, конечно же, ребят, я творческий человек, я ищущий, падающий, поднимающийся, и все то же самое, и депрессия, и апатия бывает, и кажется, что ничего не получается, и иногда думаешь, а зачем вообще я этим всем занимаюсь, никому это не интересно. Все это бывает, встаешь и идешь дальше. Так, мне кажется, надо, берешь себя вот так вот за хвост, за голову, вытаскиваешь и вперед.
Ну, в общем, как Мюнхгаузен. Ну да. Вытаскивать себя из болота за волосы. Я знаю, ты хоть и не сказала об этом, что ты очень много работала со звездами. И на Первом канале, и на Спасе, и на ТВЦ. Да везде, да, все федеральные каналы, да, это... со звездами. Скажи, пожалуйста, снимать звездные истории, это сложно или легко? Это легче, чем делать истории про, в кавычках, обычных людей? И вдогонку сразу скажи о 2 историях звездных, которые тебе очень запомнились, и ты их могла бы выделить вот в том, ну, думаю, что большом количестве историй, которые ты сняла. Я очень люблю жанр интервью. И мне абсолютно, ну, в общем-то, все равно снимать там приемного родителя или ребенка, да, разговаривать с ним, или снимать звезду. Мне всегда интересно. Я вот, знаете, как будто что-то вот со мной такое происходит. То есть я, когда начинаю разговаривать с человеком, как будто я под воду ныряю, и вот так мне это нравится. Это такой процесс познания другого человека, вот услышать его, почувствовать, что у него болит. Поэтому, ну, нет разницы. Но, конечно, в любом случае звезда – это звезда. У него огромный бэкграунд. Это люди, которые уже, ну, что-то такое сделали серьезное, да. То есть это люди, которые пережили какие-то, может быть, там глубокие трагедии. Это те люди, которые чего-то добились, не знаю, там сняли какие-то серьезные картины или, то есть вы понимаете, что такое звезда? Звезда – это человек, на которого мы равняемся. То есть, значит, он что-то в этой жизни уже сделал такого, что за ним идут люди. Поэтому, конечно же, с ними интересно общаться. И у меня был очень дорогой, дорог мне сердцу мой проект на телеканале «Спас». Он назывался «С Божьей помощью». Я разговаривала со звездами о вере. И каждое интервью, это, знаете, как будто это такой был мой некий рост, потому что вместе с этими людьми как будто бы что-то, вот они мне отдавали частичку своей души, частичку своего сердца, и мне кажется, что я становилась, ну, что ли, интереснее как личность. Это были интервью с Петром Мамоновым, как сейчас помнить, это был, мне кажется, 17-й год. Запоминающееся интервью было, конечно же, с Петром Мамоновым. Мы приехали к нему, помню, как сейчас помню, в 17-м году, к нему домой, общались с его женой, общались лично с ним. И вот это тот человек, с которым ты разговариваешь, и задавать вопросов просто не нужно. Ты просто его слушаешь. Ты просто слушаешь, и каждое слово, оно как будто вот в тебя куда-то, ты куда-то вот в тебя это все падает, и вот настолько это все глубоко, настолько этот человек, это просто человечище. Это действительно человек, пришедший к Богу через огромное количество искушений, огромное количество испытаний. И я считаю, что это великий артист, это великий просто человек с большой буквы, Царство ему небесное. И я, конечно, счастлива, что Господь дал мне вот такую возможность пообщаться с этим человеком. Дорогая моя Галя, в деревне жизнь очень близка к подлинной жизни, задуманной Господом. То есть все залито, весь наш мир – ужасный, страшный, всякий, с авариями. Все залито безграничной любовью Божией. Вот это единственная такая здравая и свежая мысль, которую надо в сердце своем возгревать. Комариными шажками в Царствие Небесное. Каждый день, чуть-чуть, по чуть-чуть, много не надо, босиком по снегу не надо. Но вот кружечку воды, уступить в троллейбусе, вот это все, из этих вот маленьких, копить. Куда? На сберкнижку. Туда. Это все пригодится там. Не пригодятся ни дома, ни лампы, ни наши фильмы даже. Ничего не... Если бы искусство меняло бы людей, сколько бы сейчас уже было бы всего, сколько создано всего хорошего. Сейчас был уже рай, а люди, как мы видим, те же. Если мы чувства добрые все вместе пробуждаем, причем я здесь, вас не видно, вы там, на своем месте, не значит, что я
круче, он кто. Нет, все вот на своем месте. Как шахматная доска. Ферзь, пешка, конь. Никто не скажет, что ферзь лучше пешки. Да. Сильнее, да, но лучше никто не скажет. Ну и еще очень хорошо помню интервью с Димой Певцовым, который пережил смерть своего сына. И человек, переживший тоже очень такую глубокую трагедию, переосмысление себя, своей жизни. И вот я вспоминаю всегда его слова, когда он говорил, что вот когда умер мой сын, знаете, что говорит меня больше всего? Даже не смерть, да, ребенка, а вот что вот эта фраза «никогда». И никогда не увижу больше. Никогда. Просто вообще, во всех смыслах никогда. И он тогда говорит: ребята, вот цените каждую секунду, потому что когда это случилось, я подумала, я вот тогда с ним не поговорил, а я вот тогда мог вот это сделать, я мог вот это изменить. Меняйте сейчас. То есть вот меняйте, живите сегодняшним, вот живите в моменте, любите своих людей, любите своих близких, родных, мужей, жен, детей, смотрите за ними, поддерживайте их, чтобы вот никогда, чтобы у вас не было вот этого слова «никогда». В чем сегодня смысл жизни Дмитрия Певцова? В любви к Богу. И, собственно говоря, и ко всему, что меня окружает. Для меня пропал смысл. Я вдруг потерял абсолютно почву по ногами, и я механически я где-то доснялся в фильме в каком-то, я играл в спектакле, но были какие-то внешние вещи, за которые я цеплялся, то есть я там должен, я здесь обязан, я здесь работаю, но смысл был потерян абсолютно. Я не понимал. Это не головой не понимал, а у меня была внутренняя душевная бессмыслица существования. И в этот момент ко мне попала в руки книга «Не святые святые». Я вообще не подозревал существование этого мира. Да, я видел храмы, я там крестился, венчался, но я не подозревал, что есть другая вообще реальность, в принципе. Это другая реальность. Дмитрий, вы хотели ответить на какие-то вопросы, искали утешения? Существовала, конечно, вина. Вина, что я не договорил, не уделил внимания. Это все понятно. Но дело не в вине, а в том, что моя жизнь после событий этого стала для меня абсолютно бессмысленной. Да. Ну, да. Правильно я понимаю, что основная причина интереса твоего к звездам заключается в том, что это зачастую очень интересные люди. И ты просто снимаешь, ты любишь снимать истории об интересных людях, и часто оказывается, что это звезды. Но есть неизвестные люди. И они тоже звезды. И они тоже звезды, потому что они очень интересны. Да? Да. Я, в свою очередь, хочу добавить, что из тех историй, которые я знаю, которые Галя снимала, мне очень понравилось интервью с Конюховым. Комментарии к твоим фильмам. Угу. Ты долго до этого делала в Инстаграме фильмы. Ну, не фильмы, а рилсы, посты. И, в общем, твоя активность, она была связана с Инстаграмом. Там комментариев очень много писали, сейчас очень много пишут в Ютубе. Вообще, любишь ли ты комментарии, считаешь ли, что они тебе нужны? Не ранят ли тебя комментарии, те, которые, люди же разные бывают. Я всегда прочитываю все комментарии, друзья. Мне очень важно то, что вы пишете. Пишите больше. Пишите гневные комментарии. Это очень хорошо. Пишите какие-то, не знаю, гневные, злобные, какие-нибудь такие, знаете, если мне нравится, когда у человека, какая-то есть эмоция, значит, он неравнодушен, значит, эта тема его как-то затронула. Поэтому, друзья, пишите, очень рада буду ответить на все комментарии. И для меня комментарии — это такой, в хорошем смысле пинок для изменений.
И я читаю вас и понимаю, что я должна изменить, на что я должна обратить внимание. Поэтому спасибо вам. Всегда пишите и обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а злобные комментарии? Ты вот говоришь людям, пишите комментарии, в том числе и злобные. Понятно, пишите. Ну, а вот злобные комментарии тебя не ранят? Нет. Уже нет. Раньше я как-то очень так остро все это переживала. А сейчас, когда в мире столько всего происходит того, что меня ранит, если еще обращать внимание на злобные комментарии, то, наверное, меня просто не хватит. Поэтому вот, ну, как есть. Я понял, ты отрастила противокомментарную кожу. Можно сказать, что так. Хорошо, хорошо. Ну, две черты, которые тебе нравятся, и две черты, которые тебе в себе не нравятся. Ну, я не знаю, как две. Мне кажется, что, ну, первое... Назови 5. Нет. Хорошее качество. Мне кажется, не кажется, я знаю, что я люблю людей. Именно поэтому я еду к людям, я еду в семьи, я беру интервью, и мне это нравится. Я очень открыта. Я не держу никогда ничего за душой, и мне кажется, что тут по мне всегда видно, что я чувствую, что я переживаю, и, на мой взгляд, это хорошее качество. Да. А из плохих качеств, ну, я такая очень сильно мягкая, мне кажется, что для моей профессии все-таки нужно быть пожестче и поострее, что ли, пожестче, в общем, быть. И я не умею говорить «нет». С большим трудом говорю людям «нет». Вот надо кому-то отказать, а я 150 кругов сделаю вокруг него, чтобы сказать ему, что ты мне, например, не подходишь. Это сложно мне сделать. Ну, не знаю, как по поводу... Мой личный опыт говорит, что «нет, ты говорить умеешь», и говоришь в достаточно жесткой форме часто. Ого. Да, но поверим вот человеку на слово, что не умеет говорить. Это я научилась. Раньше не умела. А, Научилась со временем. понятно. Галочка, большое тебе спасибо за такой откровенный и честный рассказ о себе, о своей работе. До новых встреч. Друзья, спасибо большое, что досмотрели до конца наше интервью. Я надеюсь, что оно было вам интересно и было где-то, может быть, даже полезно. Я хочу пожелать вам благополучия, семейного счастья, всего самого-самого хорошего. Ну и, конечно, друзья, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте ставить лайк. Всего какой-то лайк. А для меня это будущая жизнь, понимаете? Это развитие моей команды, это движение вперед, это новые истории, это какие-то новые съемки, это то, что вы обязательно увидите и вам будет интересно это все смотреть. В общем, друзья, подписывайтесь. Рада была вас всех видеть.